Я приветствую всех трейдеров, с вами Аркадий Романович. Короткое видео с обзором сегодняшних сделок. Сегодня у нас 17 марта 2023 года, пятница. 1 лосс и 3 профита. NASDAQ, золото, 2 символа, которые я сегодня торговал. Давайте начнем с индекса NASDAQ, с первой сделки на пробой. То есть это сделка на пробой, когда мы входим после того, как цена обновляет мой ключевой уровень resist, уровень сопротивления. Вот он здесь, вот он красный уровень, и обновляет максимум предыдущей торговой сессии. Если эти два события происходят и происходят неподалеку друг от друга, то это образует buy сигнал. Мы знаем, что примерно в 60% случаев мы будем видеть движение к уровню R1, то есть это следующий уровень после resist R1, и еще примерно в 20% случаев мы будем видеть трендовые дни. Это когда рынок пробивает этот уровень и просто не останавливается. Мы гоняемся именно за такими днями, когда торгуем такой пробой. Но сегодня был другой день, когда рынок пробил, немного не дошел до R1 и развернулся в противоположную сторону и сейчас балансирует где-то в нейтральной зоне. Да, мы можем рассмотреть в таком случае продажу после пробоя support, да, раз мы пробили вот здесь resist красный, почему бы не продать, если мы пробили support, но здесь нет других условий на sell, кроме пробоя уровня, поэтому здесь у меня входа не было. Поэтому один трейд, один лосс, я не трогал, не передвигал сделки в безубыток, как я иногда это делаю, когда рынок идет в мою сторону. Если мой стоп, скажем, здесь, я передвигаю. Здесь такой задачи не было. Задача была, если быки сильны, то, например, после коррекции, либо сразу попробовать добавить еще, добавить еще, но рынок решил сегодня поступить по-другому, поэтому с одной позиции я вышел. И когда вы начинаете готовить позицию и планируете позицию, входите, не берите сразу большой объем, зайдите небольшой частью, смотрите, как ведет себя цена, и потом, уже получив дополнительную уверенность, подтверждение, наращивайте объем, потому что это же не стопроцентный сигнал, да? Так же, как и любые другие сигналы. Но, получив подтверждение, вы можете, уже имея даже какую-то прибыль, на эту прибыль покупать еще, и таким образом увеличивать объем своей позиции. Так что NASDAQ сегодня ведет себя крайне неинтересно, очень слабо. Мы видим, да, после того, как мы упали, все это время цена стоит. Но вот золото куда интереснее. Да, золото куда интереснее. Здесь неимоверное количество возможностей сегодня разного рода от пробоев. Вот я сегодня чуть позже начал торговать и пропустил шикарный трейд на buy. Сейчас время, как вы знаете, переведено на летнее, да, в американскую сессию. Соответственно, торги начинаются где-то уже с 15 часов по Москве, 15:30, первые такие ласточки. Да, и вот обратите внимание вот здесь, что происходит. Типичная ситуация для бычьего тренда. Да? Наш тренд-фильтр меняет цвет на зеленый, мы последовательно нарушаем наши TC-sell сигналы, и рынок входит в стадию моментума. И вот здесь у нас в этих зонах появляются возможности для покупки золота, но, к сожалению, здесь я не участвовал. И когда я уже начал торговать сегодня, я обратил внимание, что рынок уже достаточно вырос, и покупать вот, например, здесь на пробой бессмысленно. Почему? Потому что рынок уже очень много прошел, согласно моим критериям, и здесь лучшая техника торговли – это техника на отбой, да, техника по паттернам, который я дальше использовал. Давайте посмотрим, что здесь было. Здесь мы видим с вами вершину, да, это все автоматически, и когда такая вершина появляется, мы ждем пробой ее минимума, вот этой середины паттерна, затем коррекцию, в идеале коррекция к середине, и чтобы она была 60% от вот этой пробойной волны, да, но здесь этого не произошло. Я агрессивно зашел одной позицией и тут же вышел. Здесь такой трейд скальп, то есть зашел, быстро вышел. Затем рынок подрос снова и вот как раз сформировал коррекцию 60. Я трейдером в телеграм-канале, куда я скидываю все
или большую часть своих скринов, своих сделок, которые совершаю, которые планирую совершить, я обратил внимание, что рынок вот как раз пришел, да, в зону 60% коррекции, и можно продать, но это слишком агрессивно. Почему? Потому что как он пришел? Он перед этим еще вот этот хай обновил, видите, да? Немножко нарушив целостность всего вот этого, всей вот этой комбинации. И здесь дальше что произошло? Посмотрите, мы стали формировать новые паттерны, симметричные, красивые, посмотрите на них. Раз, два. И еще паттерны внутри вот этого паттерна, то есть внутри вот этой всей комбинации. И тогда это стало для меня сигналом к тому, что ага, можно идти в sell. И вот здесь состоялся sell, можно даже чуть пораньше, например, вот здесь входить на sell, тогда ваш стоп будет ультра короткий и сумасшедшее соотношение риска к прибыли. То есть мы берем за установку вот эту комбинацию TC Sell DV, это обязательно. Ну и дальше мы раскручиваем уже эту ситуацию, да, либо входим быстро на коррекции, либо получаем дополнительные сигналы на ретесте снова до этой зоны. Очень-очень сильная конфигурация, да, вместе со стрелочным, с DV, особенно если она ровная. В общем, здесь я тоже зашел, тоже взял около 30 тиков, здесь тоже зашел 30 тиков, здесь даже чуть наверное, побольше, да, там на копейку другую. И затем финальный трейд, который у меня состоялся, он принес больше всего профитов, он был даже с увеличенным объемом, 50 пунктов, и давайте разберем, причем он был с опозданием. То есть рынок бычий, да, рынок вошел в стадию флета, и я себя спрашиваю, какие сигналы лучше всего работают во флете. Во флете лучше всего будут работать вот эти сигналы, вершины, эти сигналы, такого рода коррекции и так далее. Угу. Таким образом, рынок здесь протестировал поддержку, TC Buy, я должен был войти вообще здесь, но поздно увидел, опоздал немножко. Купил здесь еще можно было добавить, да, потому что мы пробили черные точки волатильности, подтверждая наш TC Buy сигнал. И я взял одну позицию, но зато гораздо больше профит, который в итоге привел к общему, да, положительному балансу почти $500. Теперь мы видим, что рынок сделал новый хай, это вот прямо сейчас мы наблюдаем. Мы можем сыграть, например, на коррекции, хотя уже поздно, если мы посмотрим, время сейчас по Москве 8:30, да, и это пятница. Поэтому, наверное, не самое лучшее решение, чтобы сейчас что-то торговать. Но эта ситуация, коль она появилась в реальном времени, она идеальна для наших трейдеров, которые торгуют gold или вообще торгуют какой бы то ни было символ. Она идеальна тем, что мы пробили уровень здесь, наш тренд-фильтр зеленый, мы обновили TC Sell, коррекция, и первая коррекция это Buy. То есть это место, где мы обычно покупаем. Крайне вероятная сделка, но уже, конечно, поздновато для нее. В общем, такие сигналы, как видите, они одинаковые, примитивные. Хотите научиться торговать последовательно, используя мои сигналы, то добро пожаловать. Ссылка на систему под этим видео. Выбирайте подходящий для себя абонемент и встретимся уже на онлайн-торговле в закрытом канале Telegram. Всего доброго, трейдеры. До связи. Пока.